Я, по-моему, единственный вас слушал, внимательно от начала до конца. Если будете читать тексты, то у любого человека отвращение к тому, кто стоит на трибуне, читает. Как в ВУЗе преподаватель выходит и что-то там долдонит. То есть текст, может быть, смысл хороший, но когда человек внизу и быстро говорит, это плохо воспринимается. Каждый имеет право выступать как хочет, но, мне кажется, должно быть неприятно видеть зал, который тебя не слушает абсолютно. Ну, хоть смотрите в зал. Ну, никто вас не слушает, кроме меня. Я единственный уважаю каждого депутата, слушаю. Потому что слова-то хорошие и смысл. Но манера подачи не годится. В этом проигрывают коммунисты. Вот начали от Ленина, так до сегодняшнего дня. Вот смотри, сейчас все охаял, то говорит, ну, с Новым годом поздравил. Ну, с Новым годом-то, после того, как все очернил. Все плохо, все к черту летит, ничего не получается, ты. С Новым годом пусть принесет новое правительство. В клювике, что ли, принесет? Кто принесет вам новое правительство? Новые аресты будут в Новом году. Вот это будет. Тем, кто, так сказать, продолжает заниматься коррупцией в стране и прикрывается депутатскими мандатами. То же самое губернаторы. Списки есть, очередь установлена. Если некоторые думают, что им ничего не грозит, просто очередь не подошла. А очередь есть. Если кому надо, я передвину вверх по списку или вниз. Помогу. Если кто-то там хочет к определенной дате уйти из дома. Меня больше взволновала политическая часть. Прекрасная передача была «Россия-24», Никита Михалков. Вот, значит. И почему-то сняли с эфира. И я прошу комитет по информационной политике, председателя нет в зале, я уже просил, Сергей Евгеньевич, все председатели комитетов должны находиться в зале. Не могут, давайте других председателей назначим. Вон в ЛДПР сидят все 4 председателя. Внимательно слушают, берут на карандаш. Это произошло страшное происшествие, понимаете? Вы это не заметили? Прекрасная передача «Бесогон», где Михалков скрывал механизм идеологических провокаций против нашей страны. И вот что пишет, тут я вынужден зачитать, потому что такое отвратительное я от себя говорить не могу. Значит, спортивный телекомментатор государственного телеканала Матч ТВ Алексей Андронов в своем твиттере сообщение: «Вся швондеровщина, мерзость, нечисть, любители Новороссии, русского мира и прочие клошары отсюда вычищены. Жрите свое дерьмо в другом месте». Это последний негодяй мог так писать. Подлец и подонок. Вот так про русских написать. Про русский мир. Про залитый кровью Донбасс. И вы думаете, он русский, это Алексей Андронов? Нет. Что он против русских открылся под русской фамилией. Потому что в Москве ему легче работать. Чего он отказывается от своей национальности? Носил раньше другую фамилию. Но видит антикавказские настроения. По-моему, осетинскую. Сахоев какой-то там, не знаю. Почему у русских нет отрицательного отношения ко всем нацменьшинствам? Почему так написать? Можно было при Сталине, при Брежневе. Даже при Ельцине такого не было. Ну, что вы думаете, остановилось? Наш депутат Пушков молодец, он выступил против своей передачи. И сказал, что это оскорбление, значит, русского народа. Его поддержал Николай Валуев, он, наверное, здесь. Вот. Поступили обращения в Следственный комитет от разных граждан, в ФСБ и так далее. Проверить соответствие высказывания этого комментатора. Но при повторе по скриптум эту часть убрали. Значит, и ТВ-центр цензура. Значит, ТВ-центр тоже это антирусский канал получается. Так нельзя. То есть она же была в субботу выйти вот, на канале «Россия-24» «Бесогон». Вот сняли ее. Потому что там он вставал в защиту русского мира. И он удивился высказыванием. И привел пример. Руководитель канала «Матч ТВ» Тина Канделаки. Она говорит, никакого русского мира не существует. Россия давно не страна русских, а страна российских граждан. Дальше идти некуда уже. Представляете, 120 миллионов русских нету. Есть Канделаки, Мингрелка, и вот этот осетинец Алексей Дронов. Вот это для них страна. Это 1%. А 99 нас с вами нету. Мы говно, дерьмо. Убрать немедленно, я требую. От имени всей фракции ЛДПР заменить руководителя канала ТВ-центр за цензуру и заменить руководителя канала Матч ТВ Канделаки и под суд отдать Алексея Андронова.
Вот пускай наш комитет сегодня же этим займется, по информационной политике. Не займется, мы председателя этого уберем. Что он должен в зале сидеть и ловить каждое слово депутатов. И он что не реагирует, наш комитет информационный? Он что спит? Вы понимаете, нас правильно критикуют граждане? Спит некоторые комитеты Государственной Думы. Поливают, клевещут на видных деятелей. Михалков один из лучших представителей культуры современной России. Прекрасная передача была. Ничего против кого-то. Вскрывал то, что уже произошло и всем давно известно. Даже это. Звучит же русский мир, как-то так. Новороссия. Нет, не надо. Не надо, чтобы это звучало. Это чудовищно. Это отвратительно. Вот об этом нужно говорить, Валерий Николаевич. Вот такой подлый подарок нам принесли журналисты этого спортивного канала Матч ТВ. К Новому году подарок. Чтобы все русские, так сказать, думали вообще это что? Оказывается, это не их страна вообще. Их нет вообще. Есть Канделаки и Андронов с чужой русской фамилией. Какая разница, кто назначал? Мы должны участвовать в этом. Я 100 раз говорил уже, чтобы комитет по информационной политике хоть что-то делал. Ни разу никого не пригласили. Ни одного руководителя телерадиоканала. Никого, ничего. Я помню, мы всех собрали здесь. Сидел здесь и Эрнст, и все руководители всех каналов. Я в президиуме сидел. Вышли мы все, выходили, говорили, так сказать. Что нас волнует в телеканалах? Все, прошло 10 лет или 15. Вообще, комиссаров был, я просил его собрать. Хотя бы в малом зале. Руководители наших телерадиоканалов. Ничего не делает. Сейчас у него передача «Наш человек». Только вы, комиссаров, не наш человек. Передачу назвали «Наш человек». Только вот узнать бы, чей наш-то. Тоже, наверное, не русский, так сказать, какой-нибудь. Поэтому в этом плане надо как-то нам учитывать эти обстоятельства. Я не говорю, чтобы день и ночь говорили про русских, и что только русские. Мы не говорим. Мы никогда не выдвигали лозунг «Россия для русских». Мы говорим о том, что русские есть. Я однажды предложил выдвинуть лозунг «Россия и для русских тоже». Но мои депутаты меня остановили, говорят, что унижение получается. Просим у мира, ну можно, что Россия будет и для русских тоже. Мы этот лозунг не стали выводить. Понимая, что Россия для русских это нельзя, у нас миллионы не русских, но 90% это русские. Да, и русские в Донбассе, они что должны слышать от нас? Русские в Крыму, они куда присоединились? К России, которая не для русских. Ты зачем не присоединялись к нам? Вот такие вражеские. Если Сталин таких убирал в 1937-м, то мы готовы были поддержать часть репрессий. Но, к сожалению, вместе с ними погибли и хорошие, особенно русские крестьяне, Николай Михайлович Харитонов. Вашего деда замордовали, так сказать. А вы сидите в той фракции, которая всех ваших родственников к стенке поставила. Поэтому здесь я бы очень просил, чтобы мы приняли меры и воздействовать. Мы против того, чтобы репрессии и сталинизм, но убрать из руководящих органов каналов таких, которые говорят, что Россия не для русских, нет вообще. Она даже не говорит не для русских, она вообще говорит, а русских нет, какие-то русские вообще. Граждане России, чтобы они, канделаки, чувствовали себя господами. Никто никогда ничего не говорил плохого про Сталина, что он грузин, про Берию, что он Менгрел, Орджоникидзе. Там первое советское правительство вообще, кроме Ленина, все были не русские, и сам Ленин на четверть только русский. Но никто ничего не говорил же. При Брежневе начали немножко так русских приподнимать, потому что уж совсем перебор произошел. При Ельцине опять опустили русских. И сейчас позволяют вот так вот. И Госдума молчит, тогда Госдума тоже, наверное, не в России. Или здесь депутаты тоже все не русские, так сказать. Им наплевать уже на вот такие оскорбления. Почему только ЛДПР это волнует вопрос? Где же справедливость-то в справедливой России? Коммунисты, понятно, интернационалисты. Их интернационализм уже привел к кровавой бойне всех народов СССР. Это интернационалисты. Русский русского в Сирии убивает. Представляете? Отрезает голову. Русский бандит из этого Ямала убивает русского парня-сирота, которого воспитали в Чечне. В Сирии они нашли свою могилу. Вот до чего довели страну. Когда русские уезжают далеко за пределы своей родины, чтобы убить русского там. И Донбасс весь в крови. Это не украинские националисты стреляют в русских, это русские в русских. Власовцы за деньги все продали. Поэтому я понимаю стремление людей к революции, я согласен. Люди бедные живут плохо, у нас 110 лет первой русской революции. Но кто их организовывает, давайте это сделаем.